Слава Украине! Привет всем от Полонского. Сегодня, ну я так начну издалека. Сегодня в Заире было подписано соглашение между Заиром, Демократическая Республика Конго, ДРК, да, конечно же. Для меня это Заир. Да, между Заиром, Руандой и Соединенными Штатами Америки о урегулировании ситуации в Заире, о окончании, я так понимаю, боевых действий между повстанцами, выходцами из Руанды и заирским правительством, и о счастливой добыче полезных ископаемых при, естественно, помощи Соединенных Штатов Америки. Рубио полетел туда и подписывал это все дело. Надо сказать, что в Лондон к Украине Рубио не ездил, и слава богу. Итак, давайте разберемся. Собственно говоря, что произошло и почему это плохо. Значит, смотрите. Понятное дело, что конфликт, скажем так, конфликт между Хуту и Тутси в Руанде начали не Соединенные Штаты, не надо, натягивать, впихивать невпихуемое, правильно? Это не надо делать, есть очевидные вещи, ненависть между Хуту и Тутси, кто ее там подогревал, это уже другой вопрос, вот, и все мы помним геноцид в Руанде, в результате очень большое количество тех же самых Тутси сбежала скажите мне, в Заир. И Заир, кстати, гигантская страна, чуть не пол-Африки занимает, огромная страна. Ну, я утрирую пол-Африки, но огромная. Всю экваториальную Африку фактически захватывает. Да, но она разобщенная и немощная, да. Немощная, вот давайте лучше скажем так правильно, будет сказать немощная страна. Да, так вот, очень многие тутси сбежали в Заир, прожили там уже по 20, по 25 лет, по 30 лет. Вот, и, собственно говоря, стали гражданами Заира, точнее уже Демократической Республики Конго, как это переименовано было. Вот, и начали, собственно говоря, уже качать права на новом месте. В результате там образовалась некая группировка М-23, которая защищала их интересы. Ну и также они получили поддержку от Руанды. Абсолютно маленькая нищая страна, в 20 раз меньше Заира, которая находится там за Заиром, дальше в Центральной Африке, не имеет выхода к морю. Ну, собственно говоря, почему там все это началось? Потому что там очень много, тех самых редкоземельных металлов. Плюс, конечно, там своих еще заморочек полно. Это золото, это бриллианты, там чего хочешь есть. Там разные руды есть, да. Вот, и там была война в свое время тоже очень большая. Кстати, самая большая по потерям людским война после Второй мировой войны – это не ирано-иракская война, это не российско-украинская война, это именно война в Центральной Африке, а именно в Заире, на востоке Заира. Там, по разным данным погибло более 5 миллионов человек. Так, чтобы вы понимали. В этой войне принимало участие там около 20 стран. То есть, кто хочешь. И Ангола принимала участие, и Намибия, и Замбия. То есть, и те страны, которые ограничились с этим Заиром, и те страны, которые вообще не граничили с ним, но хотели отхапать кусок. Из-за обилия полезных ископаемых, которые там есть. Кстати, народ живет в абсолютной нищете, вот к этому я вернусь. Вот. И в настоящий момент получилось так, что очередная война, на этот раз уже внутризаирская, внутриконголезская, скажем так. Вот. И эта война между повстанческими группировками, состоящими в том числе из народа Тутси, и заирским правительством. Интересно, что, насколько, по моим данным, насколько я это знаю, то вот эти Тутси добывали таки, да, вот они выперли заирскую, во-первых, надо сказать, что они выперли заирскую армию из Восточного Конго. Да, скажем, конголезскую армию из Восточного Конго. То есть они их там потеснили, причем очень сильно, причем это конголезские войска драпали без порток. Вот. И там, скажем так, там китайцы сыграли очень большую роль, потому что шахты, очень многие шахты с полезными ископаемыми принадлежали китайцам. Вот. Вполне возможно, что каким-то образом китайцы именно испонукали. Что такое Руанда рядом с Конго, да? Это как, чтобы вы поняли,
Но это как Эстония рядом с Россией. Вот представь себе, что Эстония напала на Россию. Это возможно? Нет, невозможно. Вот. Ну, а тут ситуация, собственно говоря, чем-то похожа. Крошечная, причем, ну, нищая и Конго, и Руанда. Они обе нищие, в отличие от Эстонии. Вот. Но вот разница в величине, в людских ресурсах, она колоссальная просто. Там невозможно сравнивать. Вот. Тем не менее, видите, вот эта повстанческая группировка, поддерживаемая Руандой, каким-то образом захватила довольно большую территорию, самую вкусную территорию в Конго, вот, и расселась там. И давай добывать, значит, скачать там все, что есть. В результате приходят американцы, говорят, давайте мы вас всех помирим, мы вас тут сейчас, вы же братские народы, мы вас всех сейчас помирим и начнем добывать полезные ископаемые. Вот. Но поскольку, вы поймите правильно, слава богу, у нас этого, кстати, нет. Там нет, знаете, там правительство абсолютно в Африке, оторванное от народа. То есть им вообще начхать на собственных людей. Они, по-моему, к ним относятся вообще враждебно. И вообще не видят себе какого-то будущего. Хотя кто его знает, может и у нас некоторые так относятся. Да, вообще не видят для себя, для своих детей никакого будущего в той же Руанде или в том же Конго. И они, собственно говоря, подписали сейчас договор с США сегодня о добыче этих полезных ископаемых и о окончании конфликта. Руанда, повстанцы, Заир. Но прикол же в том, смотрите, само по себе окончание конфликта – это великолепная вещь, никто никого больше не будет убивать. Тут только плюсы. Но дальше мы посмотрим, что происходит. Смотрите, я почему-то думаю, что в отличие от Зеленского, который сказал Дулевым, а не вот такой вот договор, я почему-то думаю, что там как раз вот такой вот договор, как нам предлагали эти засранцы, да, вот, они там это и подписали. То есть это все переходит. Я сейчас, конечно, занимаюсь, как это называется, выдумкой, и это полностью моя, как бы, моя версия событий из моей головы, но почему-то мне кажется, что я в данной ситуации прав. То есть, скорее всего, подписали договор типа того, что вот принимая во внимание, как они нам говорили, помощь Соединенных Штатов Америки, которая оказана, бла-бла-бла, и ко-ко-ко, и желание народа Украины, нет, Заира, нет, Руанды, значит, жить хорошо, дышать полной грудью, мы передаем Соединенным Штатам Америки на неопределенный срок все вот эти вот месторождения с тем, чтобы они, значит, добывали там полезные ископаемые во славу Бэрона Трампа и чтобы мы могли рядом ходить и дышать воздухом бесплатно. Вот, потому что все остальное будет за деньги, включая воду и лес. Это джунгли. Да, вот почему-то мне кажется, что вот так. Что-то типа того они сейчас подписали. К чему это приведет? Это приведет к еще большей нищете в результате в Конго, то бишь Заире. В Руанде ничего не изменится, там и так нищета была. Ну и в Конго и так нищета была. То есть для людей там это не изменит абсолютно ничего. Возможно, туда проложат дороги, хотя скорее просто построят аэродромы и будут... Там же не огромное количество, это всего лишь алмазы, их немного, золота его немного, его можно увезти самолетом. Вот, какие редкоземельные металлы. Вот, скорее всего, что построят просто несколько... скажем так, вклад США будет в том, что оттуда выпрут китайцев, это раз. Это если получится. Ну, наверное, получится. Вот, оттуда выпрут китайцев. Построят несколько взлетно-посадочных полос для самолетов типа «Геркулес», транспортных. И тупо будут вывозить оттуда все, что там есть. Вот, собственно говоря, и все, что там произойдет после этого. Почему нам это интересно? Потому что Зеленский, слава богу, отказался это делать в Украине. Вот, собственно говоря, и все. Понятное дело, что как была нищета в этой Центральной Африке, даже не буду перечислять эти государства в 21 раз, как была там нищета, так она, конечно же, и останется. Как там не было дорог, так там их, конечно же, и не будет. Единственный, кстати, способ добраться в Заире с точки А в точку Б, это только по реке Конго. Ну, или ее притокам. Других вариантов нет вообще, потому что дороги только в районе Киншасы. Все, больше нигде нет. Ну, или там крупных городов-миллионников, которые, скажем так, связь между которыми только по реке, ну, или самолетом, это очень дорого. Вот и все. Вот, так что нам нужно, чтобы мы не становились ни Конго, ни Заиром, ни этим самым, Руандой и так далее. В Руанде, кстати,
В Руанде, в Бурунди зафиксирована одна из самых низких в мире заработных плат месячных. Это порядка от 2 до 5 долларов в месяц, не в день, в месяц. Да, вот там такая зарплата. Вот. Так что я думаю, что с приходом американцев людям станет жить, конечно же, намного лучше. И зарплата повысится где-то до 6 долларов в месяц, может быть, даже до 7. Вот. Они будут, конечно, очень дико счастливы. Вот. Ну, а американцы, как говорится, заберут у них все, что там есть еще и под землей. Вот. Ну, а нам надо на это все очень внимательно смотреть и благодарить Бога, что у нас сейчас все-таки у власти не те, кто подписывают всякую хрень собачью, как руководители Конго, Руанды, Бурунди, Шмурунди, Буркина-Фасо и прочие лабуды. То с русскими, то с американцами, то еще с кем-нибудь. Вот. Если вы хотите заходить в Украину с бизнесом, значит, вы должны завести сюда инвестиции, должны завести сюда бабло живое, да, вот. Платить налоги, так же, как будь-який пересічний громадянин України, да? А потім ми з вами про щось там будемо розмовляти, але це не точно.